Лифт плавно двигался вверх, минуя этаж за этажом крейсера, поднимаясь на уровень, где находились императорские апартаменты и приемный зал Кроноса III. Сетх надеялся застать императора свободным в столь ранний час. Он не был приглашен на отчет, поэтому его визит мог быть отклонен по причине каких-либо важных дел Кроноса. Двери лифта раздвинулись, Аспид вышел и направился в приемный зал через военный блок. Сотрудников было немного, но те военные, которые встречались, отдавали ему приветствие, склоняя голову и прикладывая руку к сердцу. Сетх неспешно шел, обдумывая сказанное Опусом. Зачем Атию нужно было делать попытку убить Геру, копией его оружия? Это никак не укладывалось в голове. Главнокомандующий не мог предположить, что это заговор против него, или уж тем более против правителя. Сейчас он дойдет до Кроноса и все с ним обсудит. Наверняка император предпримет необходимые меры относительно Атия. Сетх не собирался действовать за его спиной и расправляться с Атием самопроизвольно. Необходимо было все выяснить, допросить доктора технологий и саму Геру. Он дошел до приемного зала, военные у входа поприветствовали его. Сетх никогда не посещал императора, имея при себе оружие, поэтому и на этот раз оставил его в сейфе. Это правило всегда исполнялось им, ведь никто и ничто не могло угрожать ему во время общения с правителем. Сегодня состояние Аспида было вполне сносным, но все же двигаться было тяжело, и периодически возникал озноб. В этой ситуации утешало лишь одно, что в последние дни он перестал выплевывать золотую кровь из своего организма. Сетх надеялся, что его доктор технологий все же сможет разработать подходящий препарат, нейтрализующий действие яда в крови. Опус всегда что-нибудь придумывал. Аспид верил в него и в этот раз. После отчета он сразу же вернется в лабораторию, где ему помогут. Осталось совсем немного потерпеть. «Вы не записаны на прием к императору», — сообщил ему секретарь. «Это срочно», — произнес легионер, прикладывая руку к гладкой поверхности сканера и, не дожидаясь ответа, прошел к шлюзу в приемный зал. «У него доктор Ати», — проговорил голос за спиной. «Отлично, это то, что нужно». Аспид быстрым шагом зашел в огромный приемный зал. «Мой император». Шлюз с глухим металлическим звуком закрылся за спиной. Сет сделал еще несколько шагов к большому столу, за которым в кресле сидел Кронос III, и в ужасе остановился. Все то, что открылось перед ним, было словно несуразный дурной сон. Легионер не сразу поверил своим глазам, часто заморгал под маской шлема, думая, что это галлюцинация, вызванная отравлением. Кронос III сидел в кресле, а из его груди, в месте, где должно быть сердце, торчало копье. Вся его одежда была залита серебряной кровью. Копье один в один, как то, которое было оставлено Аспидом в сейфе, торчало из широкой груди императора. Легионер замер от неожиданности увиденного. Это было уже слишком. За высокой спинкой кресла колыхнулась черная тень и медленно выплыла с левой стороны. Это был Ати, сутулый и склокоченный доктор технологий. Его губы искривляла гримаса злости и отвращения. Он медленно двигался вперед вдоль массивного парящего стола навстречу Аспиду. По мере приближения его плечи поднимались, а осанка становилась все ровнее, придавая ему уверенный и неприступный вид. «Твое копье убило императора, змей!» – прошипел доктор. «Мое копье оставлено за пределами императорских покоев. Никто не поверит твоим рассказам, Ати», – спокойно произнес Аспид. Почему-то он не испытывал никаких эмоций, оставаясь совершенно спокойным. Сетх пытался предугадать дальнейший ход событий и разговора главного доктора технологий. Паниковать или поддаваться чувствам сейчас было не время, только сосредоточенность и хладнокровие могли спасти его в этой обстановке. «Остриец!» – не сводя глаз с Аспида, произнес Ати, кривя губы в странной гримасе. Сетх решил играть по правилам доктора, пытаясь протянуть время и обдумывая план. «Остриец отправлен в вашу лабораторию, как и приказал мне Кронос III».
Ати довольно улыбнулся. Какой же ты глупый, привык слепо выполнять приказы императора, но теперь император я, а ты убийца. Ати ударил рукой по столу, включая общую видеосвязь на всех крейсерах Стиксов. Эта трансляция запускалась во всех отделах и во всех коридорах для оповещения абсолютно всех граждан. Император убит рукой своего верного подданного, копьем Аспида Сетха, по причине, что он отказал ему в передаче своей власти, выбрав меня вашим новым императором. Глаза Атия лихорадочно сверкали, когда он произносил эту речь, расставив широко руки и демонстративно выводя артикуляционно каждое слово. Его лицо кривилось в скорби и грусти одновременно. Оказалось, что доктор технологий не только выдающийся изобретатель, но и замечательный актер. Аспид понимал, что убивать Атия сейчас затея весьма сомнительная, которая могла понести за собой и смерть его друзей. Важно было то, что его копье сейчас воткнуто в сердце Кроноса III, и никто не будет разбираться, почему оно не испепелило императора. Сетх знал, что у Атия есть свои сторонники, которые поддержат его притязание на трон императора и с огромным удовольствием избавятся от него. Не сводя огненных глаз с самопровозглашенного императора, Сетх тихо попятился назад к дверям шлюза. Я, Атиус I, ваш новый император Стикса и всех 7 галактик, приказываю взять Аспида Сетха под стражу для последующей казни за убийство императора Кроноса III. Ати срывался на крик, поворачиваясь к Сетху и безумно кривя свои тонкие губы в подобие усмешки. Информация о смерти императора разлеталась со скоростью света. Аспид раскрыл шлюз и выскочил из приемного зала к секретарю, который вскочил с места и испуганно уставился на легионера. От скорости принятия решений зависела жизнь. В считанные секунды до зубов вооруженная охрана зайдет вовнутрь, а у него не было даже оружия. Помимо этого, Сетх не сильно рассчитывал на свои силы, будучи ослабленным. Нужно уходить и постараться не ввязываться в перестрелку с военными, которые наверняка будут исполнять официальный приказ нового императора Атиуса I, не сильно вникая в детали происходящего. Сетх бесшумно метнулся к секретарю, преодолев массивный стол со встроенным компьютером, на котором продолжало транслироваться голограммное изображение Атия. Он крепко схватил все еще растерянного и ничего не понимающего служащего и легко свернул шею, словно какой-то маленькой птички, уложив его на пол под столом. Сетх сделал привычное движение головой, и шлем-маска превратились в лицо только что убитого им работника. В следующую секунду шлюз открылся, и в небольшое помещение ворвалась группа военных из личной охраны императора, которые обычно подчинялись ему, но сейчас Аспид не собирался проверять их верность. Он все еще там, скорее! — крикнул Сетх военным, указывая на двери приемного зала. Никто не обратил на него внимания и на его черный доспех. Аспид не так часто имитировал лица, оставляя этот фокус на особенные случаи, и далеко не все подчиненные знали про это. Именно по этой причине его оставили без внимания. Как только военные зашли в приемный зал, Сетх поспешил ко второму шлюзу и вышел в общий коридор. Опять считанные мгновения, пока они не поняли, что Аспид уже ушел. По коридору приближался еще небольшой отряд, облаченный в такие же черные доспехи, что и сам главнокомандующий. Аспид прижался к стене рядом с сейфами. Отряд быстро прошел мимо, держа оружие в руках и готовые брать убийцу в приемном зале Кроноса. Когда он скрылся, Сетх открыл свой сейф и забрал оттуда единственное свое оружие, которое там лежало – рукоять складного огненного копья. Легионер крепко сжал его в правой руке и направился вперед по коридору, оставляя императорские покои за спиной. Сетх больше не слышал и не знал, какие распоряжения давал Ати по общей связи, но точно был уверен в том, что сейчас произойдет блокировка всех шлюзов на крейсере, чтобы перекрыть ему путь к отступлению. В таком случае, приложив руку к сканеру, система безопасности тут же давала информацию в военный блок, где находится убийца.
Он продолжал двигаться вперед, раздумывая над тем, что в его отсутствие командование переходит Алозию. Но Алозии еще не было на императорском крейсере, а значит, старшим по званию становился Дионис. Аспид хорошо знал его, но он не был настолько мыслящим и анализирующим обстановку, как Алозий, поэтому пробовать вступить в переговоры с Дионисом в такой неординарной обстановке, дабы взять под стражу истинного убийцу Кроноса III, было бы опасным занятием. Сейчас разумнее было улетать, бежать с императорского крейсера и только после этого связываться с Алозием. Снова изменив лицо на когда-то просканированное и сохраненное в памяти шлема, Сетх начал продвигаться к лаборатории Опуса. Он не собирался оставлять Геру и доктора здесь, это могло грозить им расправой. Он не сомневался, что Ати пожелает избавиться или взять их в заложники. Сетх не мог допустить того, чтобы здесь на корабле остался кто-то, кто был ему дорог, с помощью чего можно было бы им манипулировать. Если бежать, то всем вместе. Пройдя военный отсек, в котором уже начиналась суета, а экран в коридоре продолжал показывать Атия с его длинной и занудной речью, легионер повернул в блок технологий. Будьте осторожны, граждане Стикса. Это чудовище может скрываться под чужим лицом. Необходима полная блокировка всех отсеков и контроль каждого по его личному коду ДНК. Донесся до его слуха голос Атия с большого монитора. Аспид сжал копье вдоль своей руки, плотно прижимая к летному доспеху, чтобы его меньше было видно, и поспешил к блоку технологий. Если отсек заблокируют, тогда ложное лицо не сможет его спасти. Сетх не обращал внимания на озноб и то, что его глаза снова начинали слезиться и болеть при малейшем источнике света. Датчики шлюза отсека технологий мигали красным светом, что говорило о полной блокировке и проверке личного кода. Аспид замедлился, оглядываясь по сторонам, ища, с кем пройти вовнутрь. Вскоре такая возможность предоставилась. Шлюз открылся, и из него вышел работник отдела Атия. Аспид поспешил заскочить в отсек. Пока все шло достаточно гладко, он попал в блок технологий и уверенно направился к лаборатории Опуса. Пройдя по коридору мимо прозрачных окон отсека Атия, где все ученые, которые работали под его началом, смотрели по видеосвязи выступления нового императора, Сетх повернул в лабораторию Опуса. Что-то с силой ударилось в его грудь, облаченную в плотный летный доспех. Он не сразу понял, что это было. Опустив глаза, он увидел Геру. Она чуть не упала, отлетев на большой металлический кейс позади себя, который катил перед собой один из легионеров. Гера все же осталась стоять на ногах и испуганно смотрела на незнакомое ей лицо. Двое военных позади нее насторожились. Это были стиксы из личного элитного отряда Сетха. Где Опус? – тихо произнес главнокомандующий. Гера с непониманием смотрела на него, явно не догадываясь, с кем говорит. Потом опустила глаза, осматривая черный доспех и рукоять копья, которое Сетх держал вдоль своей руки. «Аспид, это ты?» Ее глаза были полны смятения. Да, нужно уходить. Где Опус? Главнокомандующий с недоверием окинул взглядом двух военных позади Геры. «Он не возвращался с императорского челнока», – тихо произнесла Гера, оглядываясь по сторонам. «Ати все врет. Скажи мне, что это все неправда». Я не убивал императора. Когда я зашел в приемный зал, он был уже мертв. Еле слышно проговорил Аспид. Гера, понимающе кивнула. Я услышала общее оповещение и сразу начала собирать самое необходимое, чтобы покинуть 7-й крейсер. Ведь Ати теперь император, и нам небезопасно оставаться здесь. Она кивнула на большой кейс, который стоял у стены коридора. Это еще не все. Тогда поторопись, мы улетаем. И Гера скрылась в лаборатории. Аспид посмотрел на двух своих подчиненных. Он знал их очень хорошо. Он сам отбирал лучших из лучших в свой элитный отряд, который служил для различных сложных операций. Это были Люций и Фабиан. Сетх держал копье наготове, хотя это могло показаться и не так, но он управлялся с ним очень ловко. Оставалось только одно – задать вопрос этим легионерам и получить ответ, в результате которого Сетх воспользуется своим копьем или же нет.
Он положил правую руку на грудь, где под панцирем билось его сердце. Я ваш главнокомандующий Аспид Сетх, и я верно служил долгие годы императору Кроносу III, так же, как и вам, заботясь о каждом из вас и о каждой операции, в которой я участвовал вместе с вами. Вы знаете, кто я. Сегодня Атит фальшиво обвинил меня в убийстве того, кто дал приказ создать меня. Определитесь сейчас, на чьей вы стороне, на стороне Атия или моей. Повисла тишина, длившаяся секунды, но они показались Аспиду вечностью. Он был готов развернуть копье и испепелить легионеров элитного отряда в случае, если они встанут на сторону врага. Главнокомандующий, мы с вами. Произнес Люций. Мы поможем вам погрузить все необходимое на челнок. Отозвался Фабиан. Отлично. Сетх выдохнул с облегчением, понимая, что все же у него есть поддержка и верные ему подчиненные. Гера появилась в проеме шлюза, толкая перед собой большой металлический кейс. Теперь все самое необходимое было готово для транспортировки. Она повернулась к датчику шлюза и на маленьком дисплее ввела длинный код, который блокировал вход в лабораторию. Не стоило оставлять все это в свободном доступе для Атия. Слишком много тайн скрывала лаборатория Опуса. Все, этот код невозможно взломать. Он слишком сложный, произнесла Гера, поворачиваясь к легионерам. Тогда вперед. Скомандовал Аспид. Военные направились к лифтам, везя перед собой два серебряных больших кейса с оборудованием. Теперь даже при заблокированных отсеках они доберутся до космолета, ведь Люций и Фабиус спокойно могли открывать шлюз за шлюзом, а его с чужим лицом в простом доспехе черного цвета никто не мог узнать. Оставалась единственная надежда, что Ати не даст приказ арестовать Геру и Опуса, но и в этом случае они смогут ее защитить и попробовать дойти до черной бесконечности. В коридоре начиналась полная паника. В отсеке технологий прибавилось военных. Они начинали проверять персонал на ДНК-код, пытаясь найти убийцу императора. «Я взяла весь антидот, который приготовил для тебя Опус», сообщила Гера, смотря снизу вверх на незнакомое лицо Сетха, когда они погрузились все в грузовой лифт и его двери закрылись. Легионер молча кивнул. Кто с Опусом? Обратился Сетх к подчиненным. Гай и Брутус. Уточни, что с пунктом контроля вылета. Да, господин. Один из легионеров Сетха тут же связался с Гаем, который был на этаже вылета бесконечности, обеспечивая безопасность Опуса. После недолгого разговора выяснилось, что пункт контроля вылета уже ликвидирован, как и группа военных, которая пыталась взять под стражу доктора технологий. Лифт продолжал спускаться вниз, минуя все ярусы крейсера. Сетх чувствовал, как его организм предательски начинал впадать в очередное обострение от яда. Глаза под маской, принявшие облик лица, начали ужасно слезиться, а сфокусировать взгляд становилось все сложнее. Он начал опасаться, что его снова начнет выворачивать наизнанку в самый неподходящий момент, да еще и огненной кровью, которая не была свойственна Стиксам. Сетх старался держать себя в руках и специально концентрировал все свое внимание на ситуации, в которой они оказались. Вскоре лифт остановился на нужном ярусе, где находился личный выход к императорскому челноку. Двери раскрылись, и их встретил Гай. В его взгляде было удивление и вопрос, что с Герой и двумя военными из их отряда делает какой-то рядовой легионер. Аспид смахнул лицо, неизвестное им, и вернул себе привычный свой облик. Гай поклонился главнокомандующему, приложив правую руку к сердцу. Мы избавились от пункта контроля. Нужно торопиться, чтобы покинуть крейсер. Доложил он обстановку, продолжая сопровождать Аспида и Геру в направлении посадочного шлюза. Проходя пункт контроля вылета, Аспид посмотрел мельком на разбросанные тела Стиксов. Они были всего лишь пешками в большой игре, которая сейчас разыгрывалась. Мы с Люцием останемся здесь, проведем вылет бесконечности, и если появятся военные императора, мы их задержим. Аспид понимал, если в этом длинном коридоре появится охрана императора или легионеры, перешедшие под командование Диониса, то этим двум Стиксам из его элитного отряда грозит верная смерть. Но он не мог ничего сделать, это было их решение, которое они приняли без его участия, готовые стоять до последнего. Теперь Гай и Аспид толкали вперед металлические кейсы с оборудованием из лаборатории. Вскоре они дошли до шлюза на посадку, там их встретил Брутус и помог с тяжелыми кейсами.
Гера прошла вперед и поднесла руку к сканеру. Он сработал, и шлюз открылся в тот момент, когда в коридоре появились военные, принявшие сторону Атиуса. Взлет императорского шаттла запрещен. Раздался голос. Видимо, они еще не поняли, что в пункте взлета уже были легионеры Сетха. После чего последовала очередь выстрелов из гибридного оружия, прожигающего дыры в незащищенной броней частях тела. Легионеры Сетха не были готовы к военным действиям, они не имели защитного шлема, а императорские уже были снаряжены для полномасштабных военных действий. Сетх знал, что это проигрышный бой для всех. Как только Аспид и Гера зашли вовнутрь соединительного коридора и оба кейса с оборудованием оказались рядом с ними, шлюз начал закрываться, отделяя их от Гая и Брутуса. Удачного пути, мой командир. Поклонился Брутус Аспиду, держа руку на датчике шлюза и закрывая его, в то время как Гай приготовился отстреливаться от подходящих военных Атия. Металлическая дверь закрывалась. Гера ошарашенно смотрела на оставшихся по ту сторону легионеров Сетха, пока они не скрылись вовсе. Скорее, скорее. Подтолкнул ее Аспид, чувствуя, что его начинает сильно заносить из-за плохой фокусировки зрения. Нужно было торопиться. Он схватил оба кейса и с силой толкнул их вперед, заталкивая на бесконечность. Гера бежала за ним, и как только кейсы оказались на борту, она закрыла шлюз. Аспид оставил оборудование Геры и, ведя рукой по внутренней обшивке космолета, поковылял в отсек управления, чувствуя, как силы покидают его. Он тяжело опустился в кресло пилота. Почему-то в этот момент он подумал об Астрице, который бы сейчас ему точно не помешал бы для вылета челнока. Собрав остатки сил, главнокомандующий пристегнулся и начал отстыковку шаттла. Все заняло несколько минут, наполненных волнением и ожиданием. После чего Сетх положил руку на гладкую панель управления, челнок определил его, и система бесконечности запустилась. Стартуем гиперпадение в 5-ю галактику, орбита Терры. Скомандовал легионер и без сил откинулся спиной в кресле. Бесконечность беспрепятственно вышла в космос. Аспида удивило, что по ним не начали стрелять из всех орудий императорского крейсера, ведь один залп и челнок просто бы перестал существовать со всеми собранными в одном месте врагами императора. Атиус первый. С усмешкой произнес Аспид, устало смотря в одну точку перед собой. Вдруг за его спиной раздался голос Опуса. Он вошел в каюту управления и удивленно уставился на огромный экран бесконечности, на котором отображалась траектория их полета. «Мы вылетели с императорского крейсера?» – удивленно спросил он. Мы сделали переворот. Император теперь Атий, а я обвинен в убийстве Кроноса III. С вялой усмешкой произнес Сетх. И это все заняло меньше часа, с грустью подытожила Гера, подходя к Аспиду, неся в руках большую машинку для введения лекарства внутривенно. «Я веду антидот, тебе будет лучше», — обратилась она к легионеру. Аспид через силу сделал привычное движение головой и смахнул шлем кацидианского вука и кое-как расстегнул летный доспех, чтобы обеспечить доступ к вене на шее, после чего Гера смогла ввести препарат. Легионер продолжал сидеть в кресле, постепенно ощущая себя лучше. А что с этим? Мысли еще путались в голове. Астрица. «Он в капсуле. Восстанавливается. Все будет хорошо», — отозвался Опус. Он все еще казался ошарашенным и не мог прийти в себя от услышанной ранее информации. Он больше не нужен. Подытожил Сетх. Можешь отключать. «Нет, нет. Запротестовал Опус, приходя в себя. Он нужен был для чего-то императору и Атию. Нам дали уйти и даже не сделали ни одного выстрела. Полагаю, Атий считает, что у твоего Астрицы есть сила планеты, и он захочет получить его». Сетх нахмурил брови, размышляя над сказанным Опусом. В этом просматривалась логика. Да и чего теперь торопиться убивать Астрица? Хотя Сетх и не заметил у него никакой силы, но все же спешить убивать не было надобности. Вполне возможно, что, очнувшись после восстановления, Астриец мог стать для него угрозой. Может, он захочет расправиться с ним, отомстив тем самым за все. Но до этого момента еще было время. На экране засветился вызов от Алозия, и Сетх принял видеосвязь, даже не потрудившись снова вернуть шлем-маску. Появилось изображение легионера со шрамом, рассекающим лицо. «Аспид Сетх?» Удивленно спросил он, не позаботившись даже официально обратиться к своему главнокомандующему. Да, Алозий. Хмуро посмотрел на него Сетх.
Алози приветственно склонил голову по ту сторону монитора. Элитный отряд из 1000 легионеров под вашим командованием остается верным вам. Потом последовало небольшое молчание, и Алози продолжил. Мы признаем вас законным императором Стикса и всех 7 галактик. Я не имею на это никакого права. Мое происхождение не дает мне возможности претендовать на эту должность. Я, как вы уже видите, лишь наполовину Стикс, во мне течет кровь Кацидиана. Для меня это не имеет значения. Я знаю вас как выдающегося командира, который неоднократно проводил блестящие военные операции и курировал свои планеты. Мой император Аспид Сетх, и я, как и весь элитный отряд, готов оберегать вас. Мы сделаем все, что от нас требуется для возведения вас на эту должность. Сетх был удивлен и даже немного смущен. Он вообще уже как несколько дней планировал отказаться от всех этих привилегий и уйти на покой, но теперь, когда все так изменилось, ничего больше не оставалось, как возглавить тех, кто в него верил. Пусть ему и оставалось совсем немного, но он должен был вернуть расколовшийся Стикс в единую сильную империю и назначить того, кто будет императором после его смерти. Алози отключился, а Сетх остался неподвижно сидеть в кресле пилота, пытаясь осознать весь сегодняшний день, сплетая воедино всю разрозненную информацию от Геры, Опуса и Атия и выстраивая план по отомщению и возвращению власти. Черная бесконечность вошла в режим невидимки, падая в 5-ю галактику, куда был проложен маршрут. Она исчезла от всех известных радаров, какими были оснащены космические крейсеры Стикса. В этот день могущественная империя разделилась на 2 лагеря. Большая часть поверила Атию и заняла его сторону, не дожидаясь доказательств и расследований. Другая же часть осталась верна Сетху. Across the universe we roam. Our hearts singing along unknown. Two ships in the endless expanse. We found each other by chance. We drift apart, wondering where we belong. But in the depths of space so dark, our love shines bright and strong. Constellations glow. We dance in gravity's embrace. Our hearts entwine.